Как одному человеку удалось расшифровать древние письмена майя? Какие еще находки обнаружили археологи на острове Юкатан в Мексике? Что за каменные погребальные статуи обнаружили в России? И какие предостережения оставили наши предки в Японии? Смотрите видео до конца, вам точно понравится. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Жареные орехи в древности. Конечно, в наше время жареные орехи не кажутся чем-то удивительным, и каждый из вас хоть раз в жизни пробовал это удивительное лакомство. Но в древности люди не так охотно придавали тепловой обработке пищу. Зачем жарить орехи, если они и так вкусные и полезные? Другое дело мясо. Так вот, ученые из Центра Балтийской и скандинавской археологии утверждают, что люди на территории Германии около 10 тысяч лет назад освоили технологию обжарки фундука. Лично я больше люблю кешью. А какие орехи нравятся вам? Напишите в комментариях под видео. На болоте Дювензее в Северной Германии археологи нашли кремированные кости возрастом 10,5 тысяч лет. Между прочим, это первые кости, обнаруженные на этом месте, и древнейшие, которые удавалось найти на территории нынешней Германии. Историки считают, что Дювензее когда-то было озером. Тут люди ловили рыбу, которую рядом готовили на костре. И в этот самый момент обжаривали лесные орехи, то есть люди в древности были еще теми гурманами. Скорее всего, люди приходили на это место осенью и собирали орехи. Археологи нашли маленькие и более крупные очаги обжарки фундука. Еще они нашли циновки из коры для сидения на влажной почве и куски обработанного кремня. Местные орудия очень схожи с теми, которые были обнаружены в Британии. Это доказывает, что люди в древности обменивались опытом и с соседним регионом. Для того, чтобы добираться друг к другу, они использовали сухопутный коридор Догерленд, который сейчас затоплен ввиду изменения климата. Самое интересное, что кремень в этом регионе в природе не встречается, его принесли сюда из другого места. Да и кости древних людей археологи обнаружили здесь совершенно случайно. Теперь мы знаем, что в Германии когда-то очень любили жареный фундук, а в Японии обнаружили жуткое послание из древности. Предостережение из глубины веков. Япония – одна из самых развитых стран в мире, при этом расположена в одном из самых опасных регионов планеты. Целая страна с многомиллионным населением каждый день живет в опасности. Самое интересное, что так было всегда на протяжении всего времени существования этого региона. И люди жили тут много веков. Это вынудило предков японцев разбираться в природных явлениях. По всей Японии существуют так называемые камни цунами. Это древние плиты с надписями, которые предупреждают о том, что ниже некоторой отметки строить дома опасно. Если случится цунами, дома в этом месте затопит. Один из самых известных таких камней находится в деревне Аниоши. На 3-метровой плите высечен текст, который гласит: «Высокие жилища – это мир и согласие наших потомков. Помните о бедствии великих цунами, не стройте домов ниже этой точки». На других камнях написано предостережение, чтобы люди боялись землетрясения, потому что следом после него придет цунами. Подобного рода каменные плиты расположены по всей территории японского побережья, и некоторым из них более 600 лет. Проблема в том, что многие японцы не верят такого рода прогнозам, написанных на камнях. Им кажется, что это просто древнее проклятие. Они строят свои дома в опасных регионах, после чего страдают и погибают целыми семьями. Мне кажется, что люди в древности, когда размещали эти камни, пережили не одну трагедию, после чего решили предостеречь своих потомков. Ну а потомки считают себя умнее своих предков. Мы же тоже не хотим слушать своих бабушек и дедушек, не так ли? Да, у предков не было высоких технологий и современных измерительных приборов, но у них хорошо были развиты чувства наблюдательности и некой житейской мудрости. Поэтому к нашему прошлому обязательно стоит прислушиваться, что и сделали археологи со следующей находкой. Кенсингтонский рунический камень. Этот загадочный камень был обнаружен в 1898 году в центральной Миннесоте. Он представляет из себя прекрасный кусок камня, на котором выгравировано множество старинных скандинавских букв. Да, скандинавских букв в Северной Америке. Археологи и историки долго ломали голову над датировкой кенсингтонского камня и определили его 1362 годом. Неужели древние викинги смогли добраться в это место в XIV веке? Эта находка очень заинтересовала местных шведов
индейцев и американцев, которые живут в Миннесоте. Вот только лингвисты не были так рады находке. Около 100 лет назад эксперты почти единогласно заявили, что на камне написано некое произведение 19 века. Несмотря на некоторые споры ученых и историков, до сих пор считается, что этому произведению около 100 лет. Почему же тогда датировка указывает на 14 век? И кто прав? Неужели и тут историки не хотят соглашаться с тем, что этот камень древнее, чем кажется? Иначе придется снова переписывать историю и множество исторических событий, которые так хорошо сейчас ложатся в школьные учебники. И как мы знаем, человечество не спешит писать правду, чтобы не вызвать у людей панику. Если древнескандинавские тексты прочитать еще можно было, то вот с письменностью майя все гораздо сложнее. Как ученый расшифровал письменность майя? Величайшее открытие в изучении Древней Мексики сделал советский этнограф Юрий Кнорозов. Он сделал то, что не получалось ни у кого ранее. Он нашел ключ к чтению древней письменности майя, хотя впервые побывал в Мексике лишь спустя 40 лет после своего открытия. Да, совершать открытия мирового уровня можно, находясь за тысячи километров. Юрий Кнорозов был интересным, загадочным и молчаливым человеком. Про него ходили разные истории и байки. Он увлекался мистикой, индейцами и дешифровкой древней письменности. Как я сказал ранее, в Мексику он приехал спустя десятилетия после своего открытия. Было это в 90-х годах прошлого века. Его встретили как местную звезду, как артиста. При этом в России, где он прожил всю свою жизнь, о нем мало кто знал. Родился он в Харькове в 1922 году в русской интеллигентной семье. Во время Второй мировой войны он с семьей переехал в Москву, где увлекся этнографией. Позже переехал в Ленинград. Еще в Москве к Кнорозову попала статья немецкого ученого Пауля Шельхаса, который утверждал, что расшифровка письменности майя – неразрешимая задача. Молодой ученый принял это как вызов и считал, что если что-то создано человеческим умом, значит и разгадано оно может быть другим человеческим умом. Еще студентом Московского университета Кнорозов помогал разбирать архивы военных трофеев из Германии и среди материалов Берлинской библиотеки обнаружил издание 3 уцелевших рукописных кодексов майя, опубликованных в 1930 году. Кроме того, ему попался еще один важнейший документ – сообщение о делах в Юкатане 16 века. Его написал католический епископ Диего де Ланда после завоевания испанцами Мексики и майя. Изучив документы, он понял, что каждый знак майя читается как слог и предложил систему чтения всего языка. В 1952 году ученый опубликовал статью «Древняя письменность Центральной Америки» в этнографическом журнале, где изложил свой метод. Его работу оценили в научных кругах и предложили написать диссертацию на эту тему. Когда Юрий Кнорозов стал больше расшифровывать древние тексты майя, он понял, что у этой загадочной цивилизации была своя письменность, армия и административный аппарат. Это значит, что у майя было государство. Ранее считалось, что древние майя были варварами и завоевателями. После расшифровки древних текстов ученый удостоился множества наград. Его награждали в СССР, студенты и чиновники приезжали к нему из Гватемалы, Мексики и США. Его сравнивали с Жаном Шамполеоном, который расшифровал в 19 веке египетские иероглифы. Во время своей поездки в Мексику и Гватемалу ученый посетил все значимые места древних майя – Паленки, Мериду, Ушмаль и собственными глазами увидел письмена майя. От мексиканского посла в России он получил почетную награду – орден Ацтекского орла, которым очень гордился. А пока что археологи пытаются изучить другую мистическую находку. Каменная нить, связывающая эпохи. Погребальная практика на протяжении всей истории была полна загадок. Все народы на протяжении тысячелетий хоронили умерших по-разному. На месте погребения усопших сородичей люди издревле воздвигали памятные сооружения – стелы, курганы, позднее обелиски, кресты, монументы и памятники. Чем более выдающимся человеком был умерший, тем выразительнее выглядела его могила. Древние египтяне хоронили своих правителей в гигантских пирамидах. Народы Азии насыпали курганы из земли и выкладывали из камня. Жители Алтая в России называют такие изваяния Кезертаж. Эти каменные гиганты пережили войны, стихийные бедствия, катаклизмы и небрежное отношение людей. Такие надгробные камни выглядят как реальные люди. У многих ярко выраженные черты лица, одежда и даже украшения. На наиболее хорошо сохранившихся истуканах видны даже пояса с наборными бляхами. Их
число и материал при жизни определяли статус человека в обществе. Археологи обнаружили большое количество каменных баб на территории Горного Алтая. Это свидетельствует об их массовом производстве. Ученые сделали вывод, что в древности люди подбирали камни такой формы, чтобы их легче и меньше приходилось обрабатывать. Каменные предки Алтайских гор могут многое рассказать о людях, проживавших здесь. Как они выглядели, как одевались, чем сражались, что ели. Долгое время о них ничего не было известно. Они находились далеко от посторонних глаз, и только недавно их массово начали находить и изучать. Кезертаж – это память предков. Это нить, которая связывает целое поколение, и разрывать такую нить ни в коем случае не стоит. У народа без прошлого нет будущего. Из России отправимся в Америку. Там нас ждут интересные артефакты. Реликвии Мичигана. Жила ли когда-то в Мичигане в США древняя развитая культура? На этот вопрос попытался ответить копатель Джеймс Скотфорд, который в октябре 1890 года в Эдморе, штате Мичиган, нашел древние артефакты. Кубки, статуэтки и исписанные таблички очень напоминали находки, обнаруженные на Ближнем Востоке. Такого рода находки, кроме Скотфорда, сделали и другие копатели в этом регионе. Все артефакты были распроданы скупщикам и коллекционерам. Вот только интересно другое. Абсолютное большинство историков и археологов утверждает, что все эти находки – тщательно спланированная подделка. Они считают, что так называемые артефакты были хорошо продуманы и скопированы с других артефактов, обнаруженных во всем мире. После того, как наш герой создал древние артефакты, он решил их закопать, чтобы позже он и другие копатели нашли их. Таким образом, все бы выглядело реалистично и правдоподобно. Глиняные предметы рассыпались при малейшем контакте с водой. Как они тогда могли тысячелетиями храниться в земле? Древние письмена были хаотично написаны на табличках, не имея никакой закономерности или логики. Статуэтки были копией находок, обнаруженных на Дальнем Востоке. Вот только качество их было гораздо ниже и не такое долговечное. Это были главные аргументы археологов, которые провели поверхностный анализ древних реликвий Мичигана. Одно можно понять точно: Джеймс Скотфорд хотел заработать денег, и у него это прекрасно получилось. А вот следующая находка, обнаруженная в Мексике, самая настоящая. Редкое каноэ индейцев майя. Про расшифровку письменности майя я уже рассказал, а теперь давайте рассмотрим транспорт, которым пользовались майя. В предыдущем видео, если кто-то не видел, я уже рассказывал, что во время строительства железнодорожного маршрута поезд майя археологи постоянно находят древние строения и артефакты загадочной цивилизации. В этот раз на полуострове Юкатан в Мексике археологи нашли хорошо сохранившееся деревянное каноэ. Каноэ обнаружили в пресноводном водоеме Сеноте. Оно было полностью погружено в воду и при этом прекрасно сохранилось. Болотная местность прекрасно помогает сохранить древние объекты из-за низкого количества кислорода. Длина каноэ 1,6 метра, ширина 80 сантиметров. По предварительным данным, это каноэ использовалось как емкость для хранения воды или тара для подношения во время ритуальных целей, а датируется приблизительно 830-950 годом нашей эры. Это каноэ единственное в своем роде, которое сохранилось в первозданном виде, хотя ему более 1000 лет. Ученые создадут 3D-модель каноэ. Это поможет лучше и безопаснее изучить древний объект. Во время строительства железнодорожного маршрута археологи обнаружили более 80 захоронений майя и руины более 2400 сооружений до испанского периода. Против строительства новой железнодорожной линии активно выступали экологи, археологи, а также представители общин майя. О некоторых других находках в этом месте можете посмотреть в предыдущем видео на канале, но только после просмотра этого ролика, потому что следующий загадочный объект вас точно удивит. Одинокая Красная гора. Австралийские аборигены называют эту гору Улуру. Европейские первооткрыватели назвали ее Айерс-Рок. Это было почти 150 лет назад. Первое время в этой горе не было ничего необычного. Обычное скальное образование посреди полупустыни. Вот только количество туристов поражало. Каждый год эта цифра достигала сотен тысяч человек. Пик популярности этой горы пришелся на октябрь 2019 года. Именно тогда местные власти запретили туристам подниматься на нее, а в сентябре 2020
2020 года Google даже удалил со своих онлайн-карт 3D-панорамы Street View. Гора Улуру расположена на территории национального парка Улуру-Ката-Тьюта в центральной части Австралии. Данная глыба сформировалась из осадочных горных пород 680 миллионов лет назад. Длина Улуру 3,6 километра, ширина 3, а высота от основания до вершины 348 метров. На большинстве фотографий Улуру выглядит абсолютно одинокой горой, что определенно добавляет ей загадочности. Археологи утверждают, что люди рядом с этой горой жили еще 10 тысяч лет назад. Первые европейцы прибыли в Австралию в 1788 году, однако добрались до горы Улуру лишь спустя 100 лет, в 1870 году. И все из-за специфического засушливого климата. Для местных аборигенов гора является священным местом. Про нее ходят легенды. Рядом с ней проводят традиционные религиозные обряды. Для того, чтобы у местных народов была возможность посещать это место, местные власти превратили территорию в национальный парк Улуру-Ката-Тьюта. Красная гора стала одной из главных достопримечательностей Австралии, поэтому в 20 километрах от этого места тут построили аэропорт. Теперь ежегодно тут бывает от 300 до 400 тысяч туристов. И именно из-за нашествия туристов это место стало более закрытым. Везде, где ступает нога человека, остаются мусор и разрушения. Неужели горы мусора стали причиной удаления 3D-панорам с Google карт? Взобраться на гору можно без помощи альпинистского снаряжения, но это не значит, что сделать это легко. За последние 50 лет здесь погибло около 40 человек. По этой причине местные власти запретили подъем наверх. Как прекрасно, что существует Google, который позволяет зайти на гору с помощью смартфона или компьютера. Вот только местным аборигенам это не понравилось. Напомню, что гора является священным местом, и некоторые места на горе для них это табу. Их нельзя не только посещать, но даже видеть их является страшным нарушением, даже если это просто фотография. Современные аборигены тоже пользуются смартфонами, и чтобы случайно не увидеть фото этих мест в интернете, Google по запросу местных властей удалил снимки, загруженные ранее туристами. Хорошо, что есть наш канал, который вам больше расскажет и покажет удивительных и уникальных артефактов древности. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо за ваши просмотры, всем пока!